Здравствуйте! Сегодня мы продолжим вязать вот такого дракончика или динозавра крючком. Вот так он выглядит, напомню. В прошлый раз мы остановились на том, что связали вот такую часть детали, и теперь нам нужно связать спинку у нашего дракона-динозавра. Поворачиваем вязание вот следующим образом. Начинать будем с этой стороны. Можно сказать, с изнаночной. Берем наш крючок номер 3, зеленую нить. Там, где мы вязали шею, отступаем одну петлю. Вот эту петлю мы отступаем. За следующую петлю мы закрепим нить, но ее в расчет мы не берем. Просто закрепляем здесь нить для более красивого перехода. Я закрепляю нить вот так. И вот теперь мы начинаем отсчет, и мы вяжем 23 столбика без накида. По одному столбику в каждую петлю нижнего ряда. И сразу же параллельно можно прятать наш хвостик нити. Вот я его подтяну. При желании спрятать его можно и позже. Итак, довязываю до конца ряда, пока не останется у меня 2 петли. Итого я связала 23. И вот в последние 2 петли я вяжу убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. Начинаю ряд с убавки. Убавку я связала, и дальше я вяжу 22 столбика без накида. Вяжу до тех пор, пока не закончится полностью ряд. У меня это 22 столбика без накида. Если вдруг вы сместились на какую-то одну или 2 петли, здесь это особого значения не имеет. Вот я довязываю последнюю петлю. Вот эту петлю, там где мы цепляли нить, мы ее не считаем. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание, вяжу убавку и затем вяжу ряд до самого конца. Всего 21 столбик без накида. Вот довязываю до конца ряда. В последний столбик тоже вяжу столбик без накида, точнее в последнюю петлю. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. Начинаю ряд с убавки. И затем вяжу столбики без накида, пока у меня в конце не останется 2 петли. И всего я вяжу 18 столбиков без накида. Вот осталось 2 последние петли, и в них я тоже вяжу убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. И опять начинаю ряд с убавки. В этом ряду я дальше вяжу 16 столбиков без накида. По одному столбику в каждую петлю. Вяжу до тех пор, пока не останется в конце не провязанными 2 петли. И в эти 2 петли я вяжу убавку. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. Опять убавка. Дальше 14 столбиков без накида. И в конце опять убавка. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание. И снова ряд убавка. Затем 12 столбиков без накида. И в конце ряда опять убавка. Воздушная петля подъема, поворачиваю вязание, убавка. В этом ряду дальше еще одна убавка. Дальше я вяжу 8 столбиков без накида. И в конце опять убавка. Воздушная петля подъема, и теперь будем вязать последний ряд. Убавка. Еще одна убавка. Дальше вяжу 3 столбика без накида. И затем опять 2 убавки. Одна убавка.
И еще одна убавка. Все, теперь обрезаем нить и закрепляем ее. Итак, одну деталь мы связали. Она выглядит вот так. Теперь нам нужно связать точно такую же еще одну деталь. Точно так же, как мы вязали. Но единственное замечание: ниточки нужно будет прятать в зеркальном отражении, потому что эти детали мы будем вместе связывать. Поэтому с одной стороны вот так вот мы складываем, и все наши ниточки должны оказаться внутри, чтобы внутри их замаскировать. Вот эти все нитки должны оказаться внутри нашей игрушки. Итак, вот мы две детальки связали. Теперь вот так соединяем. Это будет лицевая сторона. Ниточки все прячем внутрь. И теперь мы начнем соединять эти две детали. Соединять мы будем тоже с помощью крючка того же размера, которым мы вязали нашего динозавра или дракона, и той же самой нитью, из которого мы его вязали. Мы обвязываем, вот здесь начинаем, и будем постепенно обвязывать голову, шею, лапы, хвост, спину и вернемся в начальную точку. Но первый этап, вот начинаем мы соединять наши две детали. Берем рабочую нить, кладем, и по краю, начиная именно с этой части, мы связываем две детали, провязывая по краю столбики без накида. Так я закрепляю нить. И по краю вяжу достаточно аккуратные, небольшие столбики без накида, протягивая крючок через две детали. Какого-то особого правила, с какой частотой и как цеплять крючок за эти детали нет. Вяжите так, как вам будет удобно, но не слишком редко. Вот так поближе вам покажу. Я цепляюсь за край и вяжу довольно-таки небольшие. Стараюсь вязать аккуратные столбики без накида, чтобы через этот ряд не было потом видно набивку. И так я таким способом обвязываю голову, шею и так далее. И вяжу до тех пор, пока не довяжу до хвоста. Вот так обвязываю постепенно, постепенно. Вот так выглядит обвязка с такой косичкой по краю. И обвязываем дальше. Вот я обвязала голову. Вот так она выглядит поближе. Вот здесь отверстие пока что есть. И дальше я буду обвязывать шею. Потом вот здесь шею, обвяжу полностью все лапки, обвяжу хвост. И вот здесь мы останавливаемся. Вот я обвязала голову, шею, лапы и хвост. На этом пока останавливаюсь, потому что, во-первых, нужно будет частично набить мордочку и лапки дракона, а во-вторых, и самое главное, нам нужно будет оформить мордочку, то бишь вышить ее. Вот сейчас это будет сделать проще. Сейчас мы будем вышивать мордочку простым вариантом. Если вы хотите более сложным, то переходите сразу на время 41:05 примерно. Я вам покажу сейчас простой вариант. Обязательно глазки мы вышиваем именно по одной линии. Даже если вам кажется, что сейчас немножко это будет смотреться кривовато, но это обязательно нужно вышить именно по одной линии столбика, по одному ряду столбика без накида. Вышивайте любым способом, какой вам нравится. Главное, чтобы это было похоже на глазки. Также, как вариант, можете купить, есть специальные глазки пластиковые для игрушек. Тоже можете их использовать, если вам нравится. Но вариант с вышивкой намного проще.
я вышиваю глаз вот таким образом. Теперь на этой же линии буду вышивать второй. Еще раз повторюсь, если вам такой вариант кажется слишком простым и вы хотите сделать его более интересным, то сразу переходите на время видео примерно 41 минута 5 секунд. И там будет показано, как сделать мордочку у дракона, точнее глазки у дракона, другим, более интересным способом. Я еще немножко подправлю этот глаз, чтобы они были по размеру приблизительно одинаковыми. И следующий этап — это брови. Глазки выглядят вот так. И теперь я сделаю брови, чтобы наш динозавр или дракон выглядел немного интереснее. Вот так я это делаю. Сильно брови не перетягивайте, чтобы не стягивалась голова, но и слишком свободно тоже. Вот так теперь выглядит мордочка у игрушки. Нитку закрепляем. Сейчас мы будем набивать некоторые части игрушки. Мы набиваем голову. Набиваем не сильно плотно, чтобы игрушка не была твердой. Самое важное, набиваем лапки, потому что потом у нас это сделать не получится. Набиваем, можно использовать крючок. И тут же мы набиваем хвост. И после этого продолжаем соединять детали динозавра. Соединяем точно так же, соединяем столбиками без накида. Вот я еще немножко провязала и опять продолжаю набивать хвост. Получается, мы понемногу соединяем две детали и понемногу набиваем саму игрушку, чтобы процесс наполнения игрушки был попроще. Теперь я соединяю вот до этой точки. Соединяю все теми же самыми столбиками без накида. Соединила и опять продолжаю набивать. Так постепенно соединяю и постепенно наполняю игрушку. Теперь вот до этой части соединяем. И потом будем постепенно сшивать и шею. Вот я соединила. Теперь буду набивать постепенно шею наполнителем. Набивайте приблизительно равномерно по всему телу игрушки, чтобы не была какая-то часть не набита, а какая-то набита слишком туго. И вот так вот я постепенно соединяю оставшиеся детали и постепенно продолжаю набивать игрушку наполнителем. Вот здесь у меня осталась последняя часть. Вставляю наполнитель и здесь в конце заканчиваю соединять игрушку. Вот я вам покажу, как я
заканчиваю, чтобы место соединения было по возможности незаметно. И делаю я это так. Здесь последний столбик без накида провязываю, соединяя две детали игрушки. Теперь нить обрезаю и буду теперь соединение делать. Я вот так вот протягиваю, но не затягиваю, как обычно. Подхватываю здесь, протягиваю, и таким образом я как будто бы имитирую еще одну косичку. Вот. И теперь максимально незаметно место соединения. Можно еще поправить. Вот эти вот две ниточки нам нужно закрепить и спрятать. Их можно было оставить вначале побольше, чтобы было немножко проще прятать, но и с таким вариантом тоже можно справиться. Я закрепляю эту нить вот таким вот образом. Вторую тоже закрепляю точно таким же способом. Если нить будет подлиннее, то это будет сделать, конечно, удобнее. Затягиваю узелки, и теперь эти ниточки я буду прятать внутри головы. Можно это сделать с помощью крючка, можно с помощью иглы. С помощью крючка я это делаю вот так. Просто протягиваю внутрь и прячу. Если была бы нитка побольше, то можно было спрятать с помощью иглы, просто протянув внутрь. И тоже прячу. Все, нитка спрятана внутри головы. Это выглядит вот так. Вот у нас основная деталь готова. Поправляем руками, придаем форму. И после этого у нас остались вспомогательные работы. Нам нужно связать шипы по спине и шее нашего дракона и связать шарфик и крылья. На данном этапе дракон выглядит вот так. Итак, теперь мы будем обвязывать вот по этой части. Будем вязать ему шипы. Здесь, в принципе, начало вязания ряда особого значения не имеет. Приблизительно вот на середине хвоста сверху мы начинаем вязание. Закрепляем нить, как обычно я ее закрепляла, вот таким вот образом. И сразу параллельно будем маскировать этот хвостик нити. Итак, в следующую петлю я вяжу столбик без накида. Параллельно маскирую внутри ряда этот вот хвостик нити. Можете не маскировать, а потом замаскировать в конце. Дальше я вяжу полустолбик с накидом. В следующую петлю я вяжу столбик с одним накидом. Дальше вяжу полустолбик с накидом. В следующую петлю я вяжу столбик без накида. И вот такой маленький шипчик вначале мы получаем. Сейчас я, наверное, поближе вам покажу, чтобы было лучше видно. С обратной стороны выглядит вот так.
Дальше мы будем вязать тоже шип, но чуть побольше. В следующую петлю я вяжу соединительный столбик. Вот давайте я покажу поближе. Это мы провязали соединительный столбик. Дальше мы вяжем столбик без накида. В следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. В следующую петлю вяжу столбик с одним накидом. В следующую петлю я вяжу столбик с двумя накидами. Дальше я вяжу столбик с одним накидом в следующую петлю. Дальше я вяжу полустолбик с накидом. Дальше вяжу столбик без накида. Дальше соединительный столбик. Получается, постепенно я то увеличиваю высоту, то уменьшаю. И получаю вот такие зубчики, шипы. Вот так это выглядит. Следующий шип вяжем по такому же принципу, как и предыдущий. Столбик без накида. Полустолбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с двумя накидами. Дальше столбик с одним накидом. Дальше полустолбик с накидом. Дальше столбик без накида. И дальше соединительный столбик. Соединительный. Вот теперь наши зубчики выглядят вот так. Дальше мы будем вязать зубчики чуть большего размера. Столбик без накида. Полустолбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с двумя накидами. И дальше столбик с тремя накидами. Дальше столбик с двумя накидами. Столбик с одним накидом. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. Соединительный столбик.
Вот такой более высокий у нас получился зубчик по сравнению с предыдущим. Вот такой же зубчик, как мы связали последний, вяжем еще один. Вот я провязала еще один. Теперь будем вязать вот такие столбики, такие зубчики, как мы вязали вот здесь, где максимум у нас было столбик с 2 накидами. Вот здесь провязываем. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с 1 накидом, столбик с 2 накидами. Столбик с накидом. Дальше у нас будет полустолбик с накидом. И дальше столбик без накида. И соединительный столбик, но можно здесь пропустить 1 петлю и через 1 петлю провязать соединительный столбик. Вот мы провязали шип меньшего размера. И еще таких шипа по шее вяжем еще 2. Здесь 1 и здесь еще 1. Вот я их провязала. И здесь дальше мы будем вязать еще 2 шипа, вот таких маленьких, как мы вязали самый первый. Там, где у нас максимальная была высота, это столбик с 1 накидом. Так, вяжем соединительный столбик. Вяжем столбик без накида. Вяжем столбик без накида. Вяжем полустолбик с 1 накидом. Вяжем столбик с 1 накидом. Теперь опять полустолбик с накидом. Теперь столбик без накида. Следующий соединительный столбик. И дальше точно такой же еще 1 шип, как мы только что связали. Итак, вяжем столбик без накида. Соединительный столбик с 1 накидом. Один столбик с накидом. Опять полустолбик с накидом. Дальше 1 столбик без накида. И последним соединительный столбик. Вот так выглядят наши последние шипы. Теперь обрезаем нить и закрепляем ее. Вот так я ее закрепляю, затягиваю. Этот хвостик нужно замаскировать. Маскирую я так, что я продеваю его в иглу. Здесь я закрепляю еще раз. Затягиваю. И теперь с помощью иглы прячу внутри игрушки. Вот так. Затягиваю. Теперь подтяну, обрежу. И теперь хвостик спрятался внутри головы. Вот основная наша деталь игрушки готова. Вот так она выглядит. Следующий этап: я беру
контрастную нить и буду вязать крылья. Оставляйте хвостик здесь побольше, чтобы пришить потом эти крылья. И вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Делаю воздушную петлю подъема и ее пропускаю. И здесь вяжу 1 столбик без накида, 2 и 3 столбик без накида. Оставшиеся 3 петли мы провязали столбиков без накида, оставшиеся 3 петли мы вяжем соединительные столбики. 1 соединительный столбик, 2 соединительный столбик и 3 соединительный столбик. Воздушная петля подъема, поворачиваем. И дальше мы будем вязать все за заднюю полупетлю. От нас косичка. И вот за полупетлю, которая дальше от нас. Это называется задняя полупетля. Дальше все столбики будем вязать за эту заднюю полупетлю. Воздушную петлю подъема пропускаем. И в первую петлю вяжем соединительный столбик. Еще 1 соединительный столбик. И еще 1 соединительный столбик. 3 соединительных столбика. Дальше провязываем 3 столбика без накида за заднюю полупетлю. Первый столбик без накида за заднюю полупетлю. Второй столбик без накида за заднюю полупетлю. И 3. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Первую воздушную петлю мы пропускаем, а во вторую вяжем столбик без накида. Первый. Потом столбик без накида за заднюю полупетлю. Второй. Столбик без накида за заднюю полупетлю. Третий. И 4. Дальше мы вяжем 3 соединительных столбика за заднюю полупетлю. Первый, второй и 3. Воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание и вяжем за заднюю полупетлю 3 соединительных столбика. Первый, второй и 3. Дальше мы вяжем 4 столбика без накида за заднюю полупетлю. Первый, второй, третий, 4. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Первый пропускаем, а со второй вяжем столбик без накида. Опять столбик без накида. И еще 4 столбика без накида за заднюю полупетлю. Первый. И здесь вяжем 3 соединительных столбика. Вот мы провязали, и наше крыло готово. Отрезаем нить тоже подлиннее и закрепляем ее. И нам нужно связать еще одно такое же крыло. Вот 2 крыла. И следующий этап мы их пришиваем. Берем иголку, протягиваем в ту нить, которую подлиннее, иглу, и вот для начала мы здесь вот таким образом присоберем основание крыла. Так вот затянем
И теперь будем пришивать. Место, куда пришивать и как пришивать, вы выбираете сами, как вам больше нравится. Примерьте к дракону. И вот таким образом я пришиваю. Вы пришиваете так, как вам нравится больше. Главное, чтобы это было максимально незаметно. В конце закрепляем нить. Вот таким вот образом. Затягиваем, чтобы не было узелка. И маскируем нити внутри. Я это делаю вот так. Здесь обрезаю нить, и сама нить прячется внутри. Точно так же маскирую и вторую нить и пришиваю второе крыло. Следующий этап — это вязание шарфика. Я набираю примерно 52 столбика без накида. Вот я набрала. 2 петли воздушные мы отступаем. И дальше мы будем вязать полустолбики с накидом. Но цепляться мы будем вот с обратной стороны. Есть вот такие перемычки. И цепляться мы будем именно за них. Для того, чтобы края шарфика выглядели интереснее. И теперь за каждую такую перемычку мы вяжем по одному полустолбику без накида. Вяжем до самого конца нашей воздушной цепочки. При желании длина шарфика может быть другой. По длину цепочки воздушных петель вы примерно будете представлять, какой длины будет шарфик. И подбирайте длину шарфика под ту длину, которая вам нужна. Вот я довязываю до конца ряда. Осталось буквально пару петель. И в последнюю петлю можно будет провязать в любое место, потому что здесь как таковой перемычки нет. И количество набранных петель на шарф не имеет никакого значения. Набирайте то, которое вам нравится. Подтягиваем здесь хвостик. Делаем 2 воздушные петли подъема. Делаем 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. 2 эти воздушные петли мы пропускаем и вяжем в первый столбик, в обычный полустолбик с накидом. Дальше все петли мы вяжем за заднюю полупетлю, так же как мы вязали крылья. Вот здесь наша косичка. Вяжем только за заднюю полупетлю, для того, чтобы наш шарфик был чуть более рельефным. И вяжем до конца ряда, пока не останется одна петля, полустолбики с одним накидом за заднюю полупетлю. Вот предпоследний и последний я вяжу за обе стенки. И это нужно, чтобы края шарфика не растягивались. Все, отрезаем нить, закрепляем петлю и маскируем вот эти вот хвостики нити, которые с этой стороны и с обратной. Маскируем просто в петлях. Я маскирую при помощи крючка. Так вот растяну этот хвостик, можно будет, если он не маскируется, можно просто отрезать
Вот наш шарфик готов, вот так он выглядит. Его длина у меня получилась примерно 32 сантиметра, 32-33, что-то около того. Итак, вот на моем драконе пришиты крылья. И теперь я одеваю ему шарфик. Я одеваю его вот такой на французско-итальянский манер. Вы можете завязать так, как вам больше нравится. Я его затягиваю вот так вот. Поправляю. И затягиваем. Если вы хотите оставить мордочку такую достаточно простую, на этом вязание нашего дракона закончено. Если же вы хотите мордочку поинтереснее, с более выразительными глазами, то я вам покажу, как ее оформить. Для этого нам нужна вот такая светлая нить. У меня примерно в 50 граммах 130 метров, и я вяжу крючком номер 2,5. Делаю воздушную петлю амигуруми, вытягиваю петлю, закрепляю ее вот таким вот образом. И теперь внутрь я вяжу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот провязала. Теперь вот за эту нитку я тяну и стягиваю нашу петлю, чтобы не было внутри отверстия. И дальше я буду вязать вот за эти косички буквально пару столбиков. Вот сюда я вяжу столбик без накида. Сюда же еще один столбик без накида, делаю прибавку. В следующую петлю снова делаю прибавку, столбик без накида. И сюда же еще один столбик без накида. Дальше закрепляю нить соединительным столбиком в следующую петлю и обрезаю. Тоже ниточки сделать довольно большие, чтобы можно было потом с их помощью пришить этот глаз к дракончику. Вот затягиваю и частично немножко маскирую. И перетягиваю на внутреннюю сторону, чтобы потом этого было незаметно. Таких детальки вы вяжете 2. И теперь с помощью иглы мы этот глаз будем пришивать. Я просто пришью поверх вышитого и располагаю их вот таким вот образом, чтобы вот эта вот наша центральная петля, которую мы делали вначале, была внизу. И теперь просто обшиваю, по краю пришиваю к игрушке. Если это делать в самом начале, когда еще у нас игрушка не готова, это вот делать немножко проще, потому что можно будет шить с изнаночной стороны. Здесь это делать чуть сложнее, но тоже все возможно. Пришиваю этот глаз. Делаю это максимально незаметно. В конце я закрепляю нить. На узелок. Туго его затягиваю, чтобы его не было видно. И затем маскирую эту нить внутри головы. Делаю это так же, как обычно. Вторую ниточку, которая осталась, тоже маскирую либо с помощью иглы, либо с помощью крючка. Вот ее тоже маскируем. Или иглой, или крючком. Я здесь замаскирую ее с помощью крючка, потому что она достаточно короткая. И вот так вот просто внутрь ее
Прячем. Тут я ее обрежу, и она спрячется внутрь. Дальше мы будем вышивать еще глаз. Я взяла такую ярко-голубую нить. Можно взять и чуть более темно-синюю, которой я вышивала брови. Это вы смотрите, как вам больше нравится. Здесь вначале опять закрепляем нить, причем на конце никакого узелка мы не делаем. Закрепляем. А зрачок глаза мы будем вышивать вот таким вот образом. Вот так вот прокалываем внизу, там, где у нас будет располагаться. Иглу оставляем. И теперь нитью вот этой обматываем эту нить вокруг иглы. 3, 4, 5 оборотов в зависимости от толщины пряжи. Я сделала 4 оборота. Теперь пальцем придерживаем и одновременно протягиваем нить с ниткой сквозь получившийся оборот. Это может быть немножко сложновато, но обязательно придерживайте, чтобы получилось вот так. И теперь формируем этот зрачок так, как нам больше нравится. И нужно его закрепить. По идее, зрачок вы можете вышить любым другим способом, какой вам нравится. Я показываю тот, который нравится мне. Теперь я здесь закреплю нить. Хочу, чтобы было максимально аккуратно и незаметно, учитывая то, что нить у меня достаточно толстая. И теперь я буду маскировать кончики нити внутри дракона. Делаю это так, как уже вам показывала. Здесь прокалываю практически насквозь. Вытягиваю. Вот так вот перетягиваю, обрезаю нить, и кончик нити сам прячется внутри. Точно так же поступаю и с оставшимся вторым кончиком нити, тоже его маскирую внутри. И вот так теперь у меня выглядит мордочка у дракона. Поправляю немного руками, немножко объема придаю. И все, наш дракончик-динозаврик готов. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео.